Давайте начнем с рассказа об уникальной героине Genshin Impact Сиан Лин. Она знаменита не только как виртуозный кулинар Тайвата, но и как огненная воительница, овладевшая древковым оружием. Сиан Лин — это шеф-повар ресторана Ван Мин в городе Лиле. Ее кулинарные навыки столь же впечатляющие, сколько и ее боевые способности. В игре она представляет перед нами как мощный САБ-ДД и пирореактор, способная влиться в практически любую команду, принеся с собой бурю огненного урона. Одной из ее отличительных черт является способность наносить урон, даже не находясь на поле боя. Использовав свои уникальные способности, элементарные навыки и взрыв стихии, Сиан Лин может спокойно передать эстафету своим союзникам, в то время как ее огонь продолжает пожирать врагов. Эта особенность делает ее одной из лучших САБ-ДД в игре, особенно эффективная в комбинациях, основанных на реакции пар и таяния. Она легко доступна даже игрокам, не желающим вкладывать реальные деньги, что делает ее отличным выбором для многих. Сиан Лин — это пример персонажа, который может как облегчить жизнь новичкам, так и стать надежной опорой для ветеранов благодаря своей универсальности и мощи. Из этого краткого рассказа становится ясно, что Сиан Лин является уникальным и мощным персонажем, способным сыграть ключевую роль в любой команде. Преимущества и недостатки Сиан Лин в Genshin Impact играют ключевую роль в понимании того, как максимально эффективно использовать этого персонажа в игре. Давайте подробнее рассмотрим эти аспекты. Преимущество. Бесплатное получение. Одним из существенных плюсов Сиан Лин является то, что ее можно получить абсолютно бесплатно, достигнув 20 уровня приключения и пройдя 3 этаж бездны. Это делает ее доступной для всех игроков. Мощный взрыв стихий. Ее взрыв стихий не только наносит колоссальный урон, но и может служить как поддержкой для главного дамагера, накладывая пиростатус, что делает ее универсальным инструментом на поле боя. Баф союзников. Сиан Лин может немного увеличить силу атаки союзников. Высокая скорость атаки. Ее атака очень быстрая, и в сочетании с пироинфузией от Беннета Сиан Лин может стать отличным главным дамагером. Полезность созвездий. Ее созвездия значительно усиливают ее способности, делая персонажа еще более мощным и в различных аспектах. Недостатки. Требовательность к статам. Сиан Лин нуждается в значительных вложениях в свои статы, такие как баланс критов, восстановление энергии и сил атаки, что может потребовать много времени и ресурсов. Высокая стоимость ультимейта. Ее ультимейт требует большого количества энергии, что делает ее зависимой от персонажей, способных восстанавливать энергию, таких как Беннет. Привязка к Беннету. Хотя Беннет значительно усиливает урон Сиан Лин, это также делает ее в некоторой степени зависимой от этого персонажа для достижения максимальной эффективности. Сиан Лин идеально подходит как для новичков, так и для опытных игроков, благодаря своей гибкости и мощи. Владея информацией о ее преимуществах и недостатках, игроки могут лучше интегрировать ее в свои команды и стратегии, чтобы максимизировать ее потенциал на поле боя. Подбор статов для Сиан Лин в Genshin Impact играет важную роль в максимизации ее эффективности на поле боя. В зависимости от того, какую роль она играет в команде и с кем сочетается, статы могут сильно отличаться. Разберем, какие характеристики важны для Сиан Лин в каких случаях. Важные статы для Сиан Лин. Сила атаки. Желательно иметь от 1500 до 1700 единиц сил атаки. Из-за ее особенности с персональным статом при возвышении мастерства стихий и необходимости в большом восстановлении энергии, у Сиан Лин редко бывают высокие показатели атаки. Использование Беннета в команде или другого баффера может помочь компенсировать этот недостаток. Шанс крита и крит урона. Стоит стремиться к соотношению 1 к 2. Например, 60% шанса критического удара и 120% критического урона. Это значительно увеличит урон, но важно помнить о сбалансированности других статов. Мастерство стихий. 250-320 единиц, если Сиан Лин выступает в роли реактора в команде, где присутствуют реакции. В пиромоноэлементальных командах мастерство стихий не так важно, поскольку не увеличивает урон от основных атак. Восстановление энергии. Минимум 180%. Если она играет в команде с другими пиро-персонажами или Райден. Если Сиан Лин единственный пиро-герой в команде, требуется минимум 240%. Это необходимо для обеспечения частого использования ее ультимейта. Как подобрать статы? Если Сиан Лин является частью пиро-команды, можно сосредоточиться на увеличении ее сил атаки и шанса критического удара. В командах, где Сиан Лин отвечает за элементальные реакции, например, Старталии, мастерство стихий становится более важным статом.
Баланс между восстановлением энергии и силой атаки критичен. Сянлин нуждается в достаточном восстановлении энергии для частого использования ультимейта, но также и в высокой силе атаки для максимального урона. Подбор статов для Сянлина требует внимательного планирования и может отличаться в зависимости от вашей команды и стратегии игры. Экспериментируя с различными сочетаниями артефактов и оружия, вы сможете найти оптимальный баланс, который позволит вашей Сянлин проявить себя наилучшим образом. Для Сянлин, как и для любого другого персонажа в Genshin Impact, выбор оружия играет важную роль в оптимизации ее боевых способностей. Вот некоторые из лучших вариантов оружия для Сянлин, в зависимости от вашей стратегии игры и доступных ресурсов. Лучшее оружие для Сянлин – Сияющая жатва. Это оружие идеально подходит для Сянлин, предоставляя ей все необходимые статы и усиления для всех ситуаций на поле боя. Посох Хомы. Один из лучших вариантов для увеличения общего урона Сянлин. Предоставляет бонус к ХП и увеличивает урон, основываясь на максимальном ХП персонажа, что делает Сянлин более выносливой в бою. Посох Алых Песков. Этот посох подходит для стратегий, основанных на использовании Сянлин в качестве реактора для реакций пара и таяния. Предоставляет увеличение урона от реакции и ускоряет восстановление энергии. Небесная ось. Хорошо подходит для универсального использования, увеличивает шанс крита и предоставляет бонус к атаке при попадании в усмиритель бед. Дает значительный прирост к силе атаки и увеличивает урон от элементальных способностей и взрывов стихий. Улов. Это 4-звездочное оружие, получаемое с рыбалки. Увеличивает силу атаки и критический урон, делая его отличным выбором для Сянлин, особенно для игроков, не имеющих доступ к 5-звездочным оружиям. Бур Рудоискателя. Предоставляет бонус к силе атаки после использования элементального навыка, что идеально подходит для Сянлин, часто использующей свои способности. Выбор оружия. Выбор оружия для Сянлин зависит от вашей стратегии и состава команды. Для максимального урона важно учитывать не только статы оружия, но и его пассивные эффекты, которые могут синергировать с навыками Сянлин и другими персонажами вашей команды. Например, если ваша стратегия основана на быстром восстановлении энергии для частого использования ультимейта, стоит обратить внимание на оружие, увеличивающее восстановление энергии. Если же вы нацелены на максимизацию наносимого урона, то подойдут варианты, усиливающие атаку или критический урон. Экспериментируйте с разными вариантами оружия, чтобы найти тот, который лучше всего подходит под ваш стиль игры и командную стратегию с Сянлин. Каждое оружие приносит свои уникальные преимущества, и выбор часто зависит от конкретных ситуаций на поле боя и сочетаний с другими персонажами в вашей команде. Для игроков, ориентированных на увеличение урона от реакции стихий и частое использование ультимейта, оружие с увеличением на восстановление энергии и бонус к урону от элементальных способностей будет наиболее предпочтительным. В то же время, если вы стремитесь максимизировать непосредственный урон от атак Сянлин, следует обратить внимание на оружие с увеличением сил атаки и критического урона. Не забывайте также об оружии, которое может быть более доступным в начале игры, таком как улов, предлагающим хороший баланс между усилением урона и возможностью улучшения без необходимости использования редких ресурсов. Это может стать отличным стартовым вариантом, пока вы не получите доступ к более мощному оружию. Как и в случае с выбором артефактов, ключ к успеху с оружием для Сянлин заключается в том, чтобы адаптировать ваш выбор под текущие потребности команды и стратегии игры. Будьте готовы к экспериментам и корректировке вашего подхода в зависимости от ситуации, чтобы максимально раскрыть потенциал Сянлин. Подбор артефактов для Сянлин в Genshin Impact. Ключевой момент для максимизации ее потенциала, в зависимости от ее роли в команде и желаемой стратегии игры, подходящий набор артефактов может сильно отличаться. Рассмотрим наиболее подходящие сеты артефактов для различных стилей игры Сянлин. Лучшие артефакты для Сянлин. Эмблема рассеченной судьбы. Этот сет идеален для усиления ультимейта Сянлин, повышая ее восстановление энергии и увеличивая урон от взрыва стихий. 4 части для максимизации урона от ультимейта благодаря увеличению урона, пропорциональному восстановлению энергии. Горящая алая ведьма. Увеличивает пироурон и урон от реакции с пироэлементом. Бонус от 2 частей этого сета подходит для усиления основного урона Сянлин. Комбинация. 2 части сета Горящая алая ведьма для усиления пироурона и 2 части сета Эмблема рассеченной судьбы для увеличения восстановления энергии и урона от ультимейта. Церемония древней знати. Увеличит урон от взрыва стихии, делая его более мощным. Комбинация. 2 части сета для увеличения урона от взрыва стихии.
Используйте с двумя частями другого сета, подходящего под вашу стратегию. Позолоченные сны. Повышает силу атаки и мастерство стихий, но менее предпочтительный выбор для Сянлин, поскольку не фокусируется на ее ключевых механиках. Используйте в крайних случаях, когда нет доступа к более специализированным сетам. Подбор статов на артефактах. Главные атрибуты. Кубок. Пироурон. Приоритетный выбор для увеличения урона от пироспособностей. Корона. Критический урон или критический шанс. Выбирайте в зависимости от текущего баланса этих статов. Песчаные часы. Сила атаки или восстановление энергии. В зависимости от необходимости баланса энергии и урона. Вторичные статы. Стремитесь к балансу между шансом критического удара, критическим уроном, силой атаки и восстановлением энергии. Мастерство стихии может быть полезно, если Сянлин участвует в других реакциях. Для максимизации эффективности Сянлин в Genshin Impact важно учитывать не только подбор артефактов и статов, но и понимание, как ее геймплей взаимодействует с механиками игры и другими персонажами в команде. Вот несколько ключевых аспектов, которые помогут вам максимально использовать потенциал Сянлин. Геймплей за Сянлин. Ротация и использование способностей. Элементальный навык. Используйте элементальный навык Сянлин для нанесения пироурона и создания перчика, который увеличивает атаку союзников. Это также хороший способ генерации энергии. Взрыв стихии. Ее ультимейт ключ к нанесению огромного урона. Важно использовать его с учетом максимального количества бафов на урон и в момент, когда можно максимизировать урон от реакции стихий. Помните о механике снапшота, когда урон ультимейта рассчитывается исходя из характеристик на момент его активации. Синергия с командой. Беннет – один из лучших напарников для Сянлин. Беннет не только усиливает ее урон за счет своего взрыва стихий, но и представляет ценное восстановление энергии. Гидро-персонажи. Герои с гидро-способностями, такие как Тарталия или Мона, могут создавать реакции пар, значительно увеличивая урон от ультимейта Сянлин. Крио-персонажи. Комбинация с крио-персонажами позволяет использовать реакцию таяния, которая также значительно усиливает урон от пиро-атак. Стратегия боя. Начало ротации. Начните с активации способностей поддержки для бафов и восстановления энергии. Затем переключитесь на Сянлин для использования ее элементального навыка. Ультимейт. После подготовки боя и накопления необходимых бафов активируйте ультимейт Сянлин. Это ваш момент для нанесения максимального урона. Поддержка и восстановление энергии. После использования ультимейта поддерживайте активности на поле боя с помощью других персонажей, собирая сферы и частицы энергии, чтобы как можно скорее восстановить ультимейт Сянлин. В заключение. Сянлин уникальный и мощный персонаж в Genshin Impact, способная наносить значительный урон и усиливать команду. Правильное использование ее способностей в сочетании с оптимально подобранными артефактами и статами позволит вам максимизировать ее потенциал и эффективность в любой командной позиции. Учитывайте синергию с другими персонажами в команде и стратегически планируйте использование способностей Сянлин, чтобы обеспечить максимальное нанесение урона и эффективное использование ее уникальных возможностей. Помните о важности элементальных реакций и стремитесь создать их с помощью сочетания с гидро и крио персонажами для эффектов пар и таяния, чтобы существенно увеличить ее урон. Грамотное взаимодействие с персонажами, усиливающими ее способности, такими как Беннет, усилит не только ее личный урон, но и общую эффективность команды. Тактика «нанеси и отойди» позволит Сянлин быть максимально эффективной на поле боя, используя свои способности, а затем передавая инициативу другим персонажам вашей команды для поддержания давления на противника. Не забывайте также обновлять ее экипировку и артефакты по мере продвижения в игре, чтобы соответствовать увеличивающемуся уровню сложности. Сянлин может стать незаменимым элементом вашей команды, способной привнести вас к победе в самых сложных сражениях Genshin Impact.